сериал, который сделал его звездой, одновременно стал его ловушкой. И вот что самое интересное, большинство людей даже не подозревают об этом. Когда произносят имя Керем Бюрсин, в голове мгновенно возникает образ Серкана Болата. Богатый, холодный, идеальный. Мужчина мечты для миллионов зрителей по всему миру. Но что если я скажу вам, что без этой роли его карьера могла сложиться совсем иначе, и не обязательно хуже? Это не история о потерянных возможностях. Это история о развилке, которую мало кто замечает. О том, как один проект может дать все и одновременно отнять нечто важное. И чтобы понять это по-настоящему, нужно сначала увидеть, кем был Керем до того, как превратился в символ романтического идеала. Вот что редко обсуждают. К моменту, когда ему предложили эту роль, он уже не был новичком, отчаянно хватающимся за любой шанс. За его плечами стояли годы серьезной работы. Главные роли в драматических проектах. Международная награда на фестивале в Сеуле. Репутация актера, который приходит на площадку подготовленным, знает текст наизусть и никогда не устраивает сцен. Внутри индустрии его воспринимали совершенно иначе, чем позже стала воспринимать массовая аудитория. Режиссеры видели в нем человека для сложных задач. Персонажи, которых он играл до этого сериала, были закрытыми, конфликтными, иногда жесткими. Это были герои с внутренними демонами, а не с букетом цветов в руках. И вот что важно понять. Отказ от романтической комедии в тот момент не выглядел бы безумием. Это был бы осознанный выбор актера, который уже мог себе позволить выбирать. Он не нуждался в спасении. Он не стоял на краю забвения. Он просто находился на развилке, где один путь вел к взрывной популярности, а другой — к чему-то менее громкому, но, возможно, более точному. Знаете, что он сам говорил в интервью до этого проекта? Что боится шаблонов. Что не хочет застрять в одном образе. Что его привлекают персонажи с тенью, с внутренним конфликтом, с неочевидной моралью. Романтический герой в классическом понимании – это было не совсем его направление. Но именно это и произошло. Он согласился. Сериал вышел. И мир увидел Серкана Болата. А вместе с ним начал видеть только Серкана Болата. И вот здесь начинается самое интересное, потому что популярность – это не просто подарок. Иногда это клетка с позолоченными прутьями, из которой потом приходится выбираться годами. Серкан Болат сделал с карьерой Керема то, что делает любой по-настоящему успешный персонаж, он затмил самого актера. И это не метафора. Это механизм, который работает в индустрии развлечений безотказно. После выхода сериала произошла странная вещь. Человек, которого режиссеры годами рассматривали для психологических драм и сложных характерных ролей, вдруг стал получать предложения совершенно другого типа. Романтические комедии. Истории любви с предсказуемым финалом. Персонажи, которые должны были повторить магию Серкана, богатые, красивые, эмоционально недоступные, но в глубине души ранимые. Вот что происходит, когда актер становится заложником одного образа, индустрия перестает видеть его возможности и начинает видеть только его узнаваемость. Продюсеры думают не о том, что он может сыграть, а о том, что от него ждет аудитория. А аудитория после такого успеха ждет одного – повторения. И это ловушка, из которой выбираются единицы. До сериала Керема могли пригласить на роль антагониста. На роль человека с темным прошлым. На роль того, кого зритель не обязан любить с первой минуты. После сериала такие предложения стали редкостью. Не потому, что он утратил талант, а потому, что его имя теперь несло на себе определенное обещание. И нарушить это обещание означало рискнуть разочаровать миллионы. Знаете, что в этом самое парадоксальное? Он получил свободу выбора в финансовом смысле и потерял ее в творческом. Мог позволить себе отказываться от проектов, но сами проекты,
которые ему предлагали, стали удивительно похожими друг на друга. Есть такое понятие в киноиндустрии – типаж после хита. Когда актер настолько сильно ассоциируется с одной ролью, что любая попытка сыграть что-то радикально иное воспринимается аудиторией как ошибка кастинга. Даже если это его лучшая работа. Даже если режиссер специально искал именно его. Зритель смотрит на экран и думает, это не он, это что-то не то. Без Серкана Болата этой проблемы просто не существовало бы. Керем оставался бы актером без жесткой привязки к одному архетипу. Его воспринимали бы через призму мастерства, а не через призму одного конкретного персонажа. Режиссеры продолжали бы видеть в нем пластичность, способность трансформироваться и играть против ожиданий. И вот что еще никто не обсуждает, без этого образа он бы раньше начал играть возрастные роли. Более зрелые. С жизненным опытом и неидеальными решениями. Серкан Болат как будто заморозил его в амплуа вечного романтического героя вне времени и возраста. Это красиво звучит, но для актера, который хочет развиваться, это потолок. Самое тяжелое в этой ситуации – даже не ограничение со стороны индустрии. Самое тяжелое – это давление изнутри. Когда ты знаешь, что способен на большее, но каждый твой шаг в сторону воспринимается как предательство того образа, который полюбили миллионы. Популярность дала ему все, о чем мечтает начинающий актер. И одновременно забрала то, что он ценил больше всего – свободу быть разным. Но это касается не только выбора ролей внутри Турции. История становится еще интереснее, когда мы смотрим на то, как этот сериал повлиял на его международные перспективы, и почему без него путь за пределы страны мог оказаться совсем другим. Вот что мало кто понимает про международную карьеру, громкий успех на родине далеко не всегда открывает двери за рубежом. Иногда он их закрывает. И случай Керема это демонстрирует как нельзя лучше. Еще до того, как весь мир узнал имя Серкана Болата, у Керема было то, чего нет у большинства турецких актеров его поколения. Свободный английский без акцента. Американское образование. Понимание того, как работает западная система кастингов. Он знал, что такое отказы, знал, как выстраивать долгую игру, знал, что международная карьера – это не один звонок из Голливуда, а годы методичной работы. И вот что интересно, без сериала он бы использовал все это гораздо раньше и гораздо активнее. В альтернативной реальности, где этого проекта не существует, Керем возвращается к зарубежным кастингам не как турецкая звезда романтических комедий, а как актер с мультикультурным бэкграундом. Это принципиальная разница. В первом случае продюсеры видят медийный образ и думают, куда его вставить, чтобы привлечь его фанатов. Во втором случае они видят профессионала и думают, подходит ли он под роль. Угадайте, какой подход чаще приводит к серьезным работам? Его реальная ниша никогда не была в блокбастерах. Он не типаж для супергеройского кино или боевиков с погонями. Его сила в камерных историях. Психологические драмы. Независимое кино. Сериалы стриминговых платформ, где важна не узнаваемость лица, а способность существовать в кадре достоверно и сдержанно. Проекты, где персонаж живет в полутонах, а не в крайностях. Без романтического шлейфа за спиной его было бы гораздо проще рассматривать для таких работ. Фестивальное кино. Драмы о мигрантах и идентичности. Политические сериалы. Истории, где герой не обязан быть симпатичным с первой сцены. И вот еще один момент, который упускают из виду: стриминговые платформы ценят совершенно особый тип игры. Ни сериальную экспрессию, ни широкие жесты, ни выразительные паузы перед рекламой. Они ценят минимализм, сдержанность, умение передать эмоции взглядом, а не монологом. Именно это всегда было сильной стороной Керема, и именно это отодвинулось на второй план, когда он стал символом романтического жанра. Финансово такой путь выглядел бы скромнее, это правда.
Никаких мгновенных миллионов, никаких глобальных рекламных контрактов в первые годы. Но устойчивость этого пути компенсировала бы все. Его имя ассоциировалось бы с качеством, а не с феноменом. А в международной среде это зачастую важнее. Проекты выбирают не по количеству подписчиков, а по соответствию роли и репутации на площадке. Без резкого взлета не было бы и резкого давления соответствовать. Не было бы ощущения, что каждый следующий шаг должен быть не меньше предыдущего. Международная карьера развивалась бы без всплесков и спадов, а значит, без эмоциональных качелей, которые выматывают даже самых стойких. Но знаете, что пострадало от этого успеха больше всего? Ни карьерные возможности, ни выбор ролей, ни международные перспективы. Больше всего пострадало то, что невозможно измерить в контрактах и гонорарах его личное пространство. И вот здесь история становится по-настоящему непростой. До глобального успеха Кирем был известен, но не находился под круглосуточным наблюдением. Его могли узнать на улице, попросить автограф, сфотографироваться. Но его жизнь за пределами съемочной площадки оставалась его жизнью. После сериала все изменилось, и изменилось необратимо. Вот что делает массовая романтическая популярность с человеком, она превращает его в объект коллективной фантазии. Зрители смотрят на экран, видят идеальную историю любви и начинают проецировать ее на реальность. Актер перестает быть просто исполнителем роли. Он становится персонажем, который должен существовать и за пределами кадра. Каждый его выход на публику начал анализироваться. Каждое молчание – интерпретироваться. Каждый взгляд, каждый жест, каждая фотография в социальных сетях превращались в материал для бесконечных обсуждений, теорий, споров. Человек, который всегда ценил личное пространство, оказался в ситуации, где личного пространства больше не существовало. И вот что важно понимать про его характер: Кирем никогда не был экстравертом, который подпитывается вниманием толпы. По всем признакам он не интроверт. Человек, которому нужно время наедине с собой. Который перезаряжается в тишине, а не в свете софитов. Для такого типа личности внезапная потеря границ – это не просто неудобство. Это постоянный источник истощения. Без сериала его отношения не воспринимались бы как продолжение экранной истории. Не возник бы эффект, когда от него ждут определенного поведения, определенных слов, определенной эмоциональной доступности. Он мог бы проживать личную жизнь в естественном темпе, без необходимости защищаться молчанием от миллионов любопытных глаз. Знаете, что происходит с человеком, когда любая его искренность мгновенно масштабируется и искажается? Он перестает быть искренним. Не потому, что стал другим, а потому, что цена искренности стала слишком высокой. Каждое сказанное слово разлетается по тысячам аккаунтов, переводится на десятки языков, обрастает интерпретациями, которые не имеют ничего общего с тем, что он имел в виду. В альтернативной реальности его публичный образ оставался бы более человечным. Менее отполированным, менее защищенным, но и менее напряженным. Он мог бы позволить себе ошибаться на публике, говорить не идеально выверенные фразы, быть живым человеком, а не тщательно контролируемым брендом. Парадокс в том, что после взрыва популярности он стал выглядеть более закрытым и отстраненным, чем был до этого. Многие интерпретируют это как высокомерие или холодность. Но если смотреть внимательнее, это типичная защитная реакция человека, который внезапно потерял контроль над собственными границами. Когда весь мир считает, что имеет право знать о тебе все, единственный способ сохранить себя – это выстроить стену. Без этого опыта ему не пришлось бы строить никаких стен. Он общался бы с прессой спокойнее, отвечал на вопросы свободнее, не взвешивая каждое слово на весах возможных последствий. Его воспринимали бы как актера со своей жизнью, а не как персонажа, который обязан соответствовать ожиданиям фанатов. И здесь мы подходим к вопросу, который задают чаще всего.
Хорошо, личная жизнь пострадала, свобода выбора ролей сузилась, психологическое давление выросло, но ведь он заработал на этом состояние. Он стал лицом международных брендов. Он получил контракты, о которых большинство актеров могут только мечтать. Разве это не компенсирует все остальное? Ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда речь заходит о деньгах и статусе, логика большинства людей работает очень просто. Больше популярности значит больше заработка, а больше заработка значит лучше. Но индустрия развлечений устроена сложнее, и история Керема это наглядно демонстрирует. Да, после сериала его гонорары выросли многократно. Да, он стал лицом крупных брендов. Да, его имя превратилось в коммерческий актив, который можно монетизировать десятками способов. Все это правда. Но вот что остается за кадром: он был финансово успешен и до этого проекта. Не в том же масштабе, но достаточно, чтобы жить комфортно, выбирать проекты и не соглашаться на все подряд ради денег. Разница между стабильным достатком и резким финансовым взлетом не только в цифрах. Она в том, что приходит вместе с этими цифрами. Вот что редко обсуждают: большие деньги в индустрии развлечений почти никогда не бывают бесплатными. Они приходят с обязательствами. С контрактами, которые диктуют, где ты можешь появляться, что можешь говорить, как должен выглядеть. С ожиданиями спонсоров, которые платят не за твой талант, а за твой образ. И любое отклонение от этого образа – это риск потерять то, за что платят. В альтернативной реальности без этого сериала Керем зарабатывал бы меньше в моменте, но сохранял бы больше контроля. Его сотрудничество с брендами было бы более точечным, не десятки контрактов одновременно, а несколько, но с компаниями, чьи ценности совпадают с его собственными. Меньше денег, но и меньше ощущения, что ты продаешь не свое время, а самого себя. Есть еще один фактор, о котором мало кто задумывается – усталость аудитории. В маркетинге это называют перенасыщением. Когда лицо появляется слишком часто, в слишком разных контекстах, публика начинает терять к нему интерес. Не потому, что человек стал хуже, а потому, что он перестал быть особенным. Без глобального хайпа каждое появление Керема сохраняло бы вес. И его редкость работала бы на него, а не против. И вот что самое важное в этом разговоре о деньгах: финансовый успех такого масштаба создает иллюзию, что теперь нужно его поддерживать. Что каждый следующий проект должен приносить не меньше предыдущего. Что снижение темпа равно провалу. Это ловушка, в которую попадают многие, и выбраться из нее психологически очень тяжело. Без резкого взлета не возникло бы и этого давления. Карьера развивалась бы поступательно, шаг за шагом, проект за проектом. Рост без перегрева. Успех без выгорания. Деньги без ощущения, что ты стал заложником собственного бренда. Статус внутри индустрии тоже выглядел бы иначе. Менее заметным для широкой публики, но более весомым для тех, кто принимает решения. Его воспринимали бы как актера для сложных задач, а не как гарантированный способ привлечь аудиторию. Это разные виды уважения, и второй зарабатывается годами, а теряется за один неудачный проект. Так что нет, без этого сериала он не потерял бы все. Он потерял бы скорость. Потерял бы масштаб. Но сохранил бы то, что сложно вернуть после того, как машина массовой популярности проехалась по твоей жизни, контроль над собственным темпом и направлением. И вот теперь мы подходим к главному вопросу, который объединяет все сказанное. Если собрать все эти факторы вместе, ограниченный выбор ролей, изменившийся международный путь, потерянное личное пространство, финансовый успех с его обратной стороной, где бы Керем Бюрсин оказался сегодня в этой альтернативной реальности? И почему ответ на этот вопрос может удивить даже тех, кто следит за его карьерой много лет? Если собрать все воедино и представить Керема Бюрсина в реальности, где сериала никогда не существовало, картина получается неожиданно спокойной. Никакой катастрофы.
Никакого забвения. Просто другая версия того же человека, менее известная миру, но, возможно, более знакомая самому себе. В этой версии он сейчас был бы актером зрелого этапа карьеры. Не суперзвездой, чье имя знает каждый подросток в Латинской Америке, но профессионалом, чье имя знают те, кто принимает решения в индустрии. Режиссеры, продюсеры, кастинг-директоры. Люди, от которых зависит не популярность, а качество проектов. Его фильмография выглядела бы совсем иначе. Меньше громких названий, меньше романтических историй с предсказуемым финалом. Больше работ, где актерский инструмент используется тонко, где персонаж существует в полутонах, где зрителю не подсказывают, что чувствовать. Это тот тип ролей, которые не становятся вирусными, но остаются в памяти надолго. В международном контексте он занимал бы нишу, которую сложно описать громкими словами. Ни звезда, ни икона, ни феномен. Просто актер, которого приглашают в европейские и американские проекты не ради маркетинга, а ради присутствия. Ради того, что он приносит в кадр своей фактурой, своей сдержанностью, своим умением молчать так, что это молчание говорит больше слов. Его личная жизнь оставалась бы личной. Не материалом для обсуждений, не топливом для фанатских теорий, не бесконечным источником заголовков. Он общался бы с миром на своих условиях, открываясь тогда, когда сам этого хочет, а не тогда, когда этого требует машина публичности. И вот что самое поразительное во всем этом, реальность постепенно догоняет эту альтернативную версию. Посмотрите на то, что происходит с ним в последние годы. Он сознательно снижает присутствие в медиапространстве. Выбирает проекты все осторожнее, все избирательнее. Дистанцируется от романтического образа, который принес ему славу. Все чаще говорит о важности внутреннего равновесия, о том, что настоящий успех измеряется не количеством подписчиков. Это не случайность. Это возвращение к той траектории, с которой он начинал до того, как один сериал изменил все. Он идет туда, где оказался бы и без глобального хита. Просто теперь этот путь занимает больше времени, потому что сначала нужно выйти из тени персонажа, которого полюбили миллионы. И вот какой вывод напрашивается из всего этого. Сериал не был ошибкой. Он не был и спасением. Он был ускорителем, мощным, резким, но не до конца органичным для человека, который всегда ценил глубину больше ширины, устойчивость больше скорости, контроль больше славы. Без этого проекта путь был бы тише. Но он вел бы в ту же точку, туда, где актер важнее образа, где работа важнее шума, где ты сам решаешь, кем быть, а не подстраиваешься под ожидания тех, кто видел тебя только в одной роли. Возможно, именно поэтому наблюдать за ним сейчас так интересно. Мы видим человека, который получил все, о чем мечтают миллионы, и постепенно, осознанно выбирает от части этого отказаться. Не потому, что не справился, а потому, что понял, что ему это не нужно. И в этом, если задуматься, больше силы, чем в любом успехе. Если вам было интересно взглянуть на эту историю под другим углом, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Здесь мы разбираем не только то, что видно на поверхности, но и то, что остается за кадром. Ставьте лайк, если досмотрели до конца, и до встречи в следующем ролике.